В греческой мифологии Артемида является олимпийской богиней охоты и дикой природы. Она также известна как защитник молодых девушек и их целомудрия. Считалось, что она, владеющая тайной магией, может приносить женщинам болезни или исцелять их, но только когда захочет. Артемида была мстительной и импульсивной по своей природе, но при этом очень независимой и уверенной, что сделало ее жестоким воином. Она часто не поддавалась контролю со стороны других богов и богинь. Ее гнев разрушал все вокруг, все понимали и чувствовали силу ее недовольства. Артемида, в отличие от своего брата Аполлона, представляла ночное время дня, проводя большую часть своего времени в лесах и равнинах. Артемида, будучи девственной богиней целомудрия, живой природы и плодородия, присутствует как в мифических сказках, так и в религиозных обрядах древних греков. Артемида была дочерью Зевса и богини Лета и имела брата-близнеца по имени Аполлон. Зевс без памяти полюбил красавицу Лето, и после одного из его многих внебрачных похождений Лето забеременела своим божественным потомством. К несчастью для нее, известие об этом затруднительном положении дошло до Геры. Справедливо ревнивая жена Зевса, которая мстительно заявила, что любовнице ее мужа запрещено рожать на суше. Гера приказала одной из своих служанок проследить, чтобы Лето не смела ослушаться этого жестокого указа. Гонимая отовсюду, Лето уже отчаялась, но ей посчастливилось наткнуться на небольшой скалистый остров Делос, который не был привязан к материку. Этот клочок земли оказался ее сестрой Астерией, которая превратилась в остров, чтобы избежать объятий Зевса. Лето поклялась острову, что если он не прогонит ее, она прославит его самым величественным храмом. Так родились божественные дети Лета. Первой на свет появилась Артемида, следом родился Аполлон, и Артемида содействовала благополучным родам матери. Именно после этого Артемида стала известной как покровительница рожающих женщин. Артемида была не только богиней охоты, она была также известна как богиня диких животных, дикой природы, родов и девственности. Кроме того, она была защитницей маленьких детей и была известна тем, что приносила и облегчала болезни у женщин. В литературе и искусстве она изображалась как охотница, несущая лук и стрелы. Артемида была девственницей и привлекала внимание и интерес многих богов и людей. Однако только ее спутник по охоте, Орион, покорил ее сердце. Считается, что Орион был случайно убит либо самой Артемидой, либо Геей, богиней Земли. Во многих мифических рассказах Артемида характеризуется как совершенно неумолимое и мстительное существо, посылая смерть любому смертному, который оскорбляет ее. Однако следует отметить, что многие из этих, казалось бы, бессердечных казней следуют хорошо сложившимся образцам в общей моральной структуре, представленной греческими песнопениями и текстами. В общем мифе с ее братом-близнецом Аполлоном она убивает 7 дочерей Необе, которые издевались над Лето, что у нее было всего 2 детей, в то время как у самой Необе было 7 сыновей и 7 дочерей. Это обидело Лето, и она послала Аполлона и Артемиду убить всех 14 детей Необе. Артемида хладнокровно убила дочерей за считанные секунды своим луком и стрелами, как и ее брат-близнец расправился с сыновьями. Артемида также участвовала в убийстве великих братьев Алоадай. Узнав об их злых намерениях свергнуть богов, и что они похитили Ареса и удерживали его в заключении более года, она обманула гигантов, посадив между ними оленя. Стремясь убить животное, они поразили друг друга своими копьями. Греческая богиня Артемида часто ассоциировалась с Луной, особенно с полумесяцем или новой луной. Фиби было одним из многих имен, которыми она называлась. Имя Фиби означает «светлый» или «яркий». Артемида, богиня света, имела божественную обязанность освещать тьму. Артемида часто изображалась в виде свечи или факела, освещала дорогу другим, вела их через незнакомые места. В греческой мифологии Артемида, несмотря на ее дикость, ее отказ соответствовать традициям и ее ожесточенную независимость, была изображена как одна из сострадательных богов-целителей.
Из всех греческих богинь она была самой самодостаточной, живущей жизнью на собственных условиях, удобной как в одиночестве, так и в удержании бразды правления. Она была одной из самых почитаемых и древних греческих божеств на пантеоне Олимпийских игр. Храм Артемиды в Эфесе, расположенный в западной части Турции, был одним из 7 чудес древнего мира. В магии Артемиду вызывают для помощи в супружестве рождение детей. Она божество луны и плодородия, дарует счастье женщинам.